Это событие произошло 8 июля 2010 года. Друзья и семья не знали, где находится 45-летняя Бриттани, поскольку женщина жила одна в пляжном домике в Сент-Агастин, штат Флорида, и от нее не было никаких новостей уже несколько дней. Казалось, что женщина просто исчезла из своего дома. Бриттани в последний раз видели вечером 6 июля. Она была на соседской вечеринке с друзьями. Позже, около 9 часов вечера, она остановилась на заправке, чтобы заправить свой автомобиль. Но никто не знал, куда она отправилась после этого. Ее друзья приняли решение проверить дом женщины, и казалось, снаружи он выглядел абсолютно нормально. Автомобиль Бриттани также пропал, что поначалу заставило некоторых из друзей поверить, что она, возможно, только что вышла из дома, чтобы куда-то уехать на несколько дней, но ее семья волновалась, поскольку знала, что это на нее абсолютно не похоже. Полиция не стала проводить расследование в скором порядке, поскольку все казалось неуместным, и не было никаких доказательств, что Бриттани причинили какой-либо вред. Друзья получили доступ к ее дому, взломав входную дверь. Когда они зашли внутрь дома, одна вещь действительно показалась странной для них. В доме пахло чистящими средствами, и было очень чисто. Бриттани любила животных, у нее было 2 маленькие собачки, которые тоже пропали, но ее кошки все еще были в доме. Еще одна вещь, которую друзья нашли необычной, заключалась в том, что был включен кондиционер, чего обычно не могло быть, поскольку Бриттани всегда его выключала, если куда-то уходила. Друзья Бриттани рассказали полиции, что женщина о чем-то беспокоилась в последнее время. Она была вовлечена в ожесточенный спор со своей соседкой Энн. В какой-то момент все стало настолько плохо, что переросло в драку, и однажды Бриттани арестовали по обвинению в нанесении побоев. День, когда она пропала, вызвал у друзей подозрения, поскольку она должна была предстать перед судом в связи с гражданским иском. Она хотела подать постоянный судебный запрет против Энн. Энн прибыла в здание суда на слушание, но Бриттани так и не появилась. Ее друзья и семья не верили, что она добровольно пропустит слушание, поскольку она ждала этого и собирала доказательства, которые могла предъявить суду. Бриттани и Энн изначально были подругами, но когда парень Энн переехал из Ирландии, у женщин начался конфликт. Утверждалось, что Бриттани ударила Энн во время ссоры, и она была арестована по обвинению в нанесении побоев. Бриттани в своем случае утверждала, что Энн бросила ее видеокамеру в бассейн в пляжном клубе, который был местным фитнес-центром. Бриттани повсюду носила с собой видеокамеру, чтобы она могла документировать любое взаимодействие с Энн для судебного разбирательства. Полиция поговорила с Энн после того, как Бриттани объявили пропавшей, они были удовлетворены тем, что у женщины есть алиби. Через несколько дней после того, когда Бриттани видели в последний раз, 2 ее собак нашли гуляющими по отдельности на одной из улиц Хопкинса, штат Южная Каролина. Друзья и семья Бриттани сообщили полиции, что на протяжении многих лет, по меньшей мере, 8 бездомных людей жили в свободной комнате женщины. Бриттани приглашала их в свой дом, так как желала помочь людям, а взамен они помогали ей выполнять какую-нибудь работу, которая требовалась по дому. Позже выяснится, что один из мужчин, 26-летний Джозеф, который недавно гостил у Бриттани, также куда-то исчез. Друзья пропавшей женщины вспомнили, что он был с ней вечером 6 июля на соседской вечеринке. Бриттани и Джозеф познакомились в книжном магазине всего за несколько недель до того, когда ее видели в последний раз. Она заговорила с ним, и он рассказал, как стал бездомным. Мужчина потерял работу на заправке и не мог оплачивать жилье. Бриттани сказала ему, что он может остаться с ней на некоторое время. Некоторые друзья Бриттани встречались с ним и никогда не были обеспокоены. Они думали, что он нормальный и типичный среднестатистический молодой человек. Джозеф рассказал друзьям Бриттани, что его родители умерли, а люди, с которыми он жил, выгнали его из дома. Когда Джозеф переехал, Бриттани купила для него компьютер, чтобы они могли начать совместный бизнес.
Они хотели начать бизнес по разработке веб-сайтов. Это было абсолютно типично для Бриттани, поскольку она любила пробовать что-то новое. Полиция хотела поговорить с сожителем женщины, но поскольку он исчез, это не представляло быть возможным. Однако детективы выяснили, что парень был остановлен полицейским 11 июля за превышение скорости. Он был за рулем автомобиля Бриттани и в то время находился один и был освобожден с предупреждением, поскольку остановивший его полицейский не знал, что на тот момент его разыскивали в связи с исчезновением Бриттани. Позже в тот же день мужчину видели в одном из магазинов в Онтарио. Он купил палатку и черную футболку. Полиция обнаружила, что кредитная карта Бриттани все еще была активной, и они отслеживали транзакции по ней. Карточка Бриттани использовалась во многих штатах от Северной Каролины до Орегона. Полиция объявила тревогу с просьбой помочь найти мужчину. На него были выдан действующий ордер на арест за угон автомобиля и незаконный побег, чтобы избежать судебного преследования. Общественность была проинформирована о том, что он считается лицом, заинтересованным в исчезновении Бриттани и может быть вооружен и опасен. 12 октября Джозеф был арестован за кражу в магазине в Сиэтле, и полиция из Флориды отправилась в Сиэтл, чтобы допросить его. Они надеялись, что все еще существует вероятность того, что Бриттани жива, и ее можно найти. Джозеф рассказал полиции, что именно случилось с Бриттани. Он объяснил, что помогал ей готовиться к суду против Энн. У Бриттани были видеозаписи, которые, по ее мнению, помогут ее разбирательству, и она хотела, чтобы он сделал DVD-диск, чтобы она смогла принести его в суд. По словам мужчины, они поссорились ночью 6 июля, и когда он проснулся на следующее утро, Бриттани все еще злилась. По его словам, женщина кричала на него, говорила ему встать с постели и требовала, чтобы он записал записи с камеры на диск. Джозеф рассказал полиции, что схватил на кухне молоток и пару раз ударил Бриттани по голове. Джозеф сказал, что в тот момент Бриттани все еще была жива, поэтому он взял нож, который был на кухне, и нанес ей удар в горло. Там было значительное количество крови, и Джозеф вспомнил, как ему пришлось использовать отбеливатель и много полотенец, чтобы убрать это все. Мужчина рассказал полиции, что изначально планировал спрятать тело Бриттани на чердаке, но она была слишком тяжелой, чтобы он мог нести ее по лестнице, поэтому он завернул ее тело в простыни и мешки для мусора и положил в ее машину. Когда его спросили, почему он взял с собой собак, мужчина сказал, что знал о том, что люди не поверят, что Бриттани оставила своих собак, а сама куда-то уехала. По его словам, он хотел выиграть время. Затем Джозеф отвез ее тело в лес, который находился недалеко от автомагистрали. Джозеф сказал, что пытался похоронить тело Бриттани, но поскольку копать яму ему было трудно, он просто оставил тело на открытом месте. После этого он пошел домой спать. После того, как он немного поспал, мужчина начал ездить по стране и оставил машину Бриттани на парковке библиотеки Сиэтла. Джозеф указал полиции место, где они могут найти тело Бриттани. Он дал им указания и нарисовал карту. Ее тело к этому моменту уже невозможно было опознать, и женщину пришлось идентифицировать по стоматологической карте, но причину смерти все еще можно было определить, и было установлено, что ее смерть была вызвана травмой от тупого предмета. Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, но он не признал себя виновным. Перед началом судебного разбирательства было много дискуссий и юридических споров в отношении душевного состояния парня, и прокуроры согласились признать вину по менее тяжкому обвинению. Джозеф признал себя виновным в убийстве второй степени и был приговорен к 30 годам заключения в исправительном учреждении штата Флорида. Полиция обнаружила, все, что Джозеф сказал Бриттани, было ложью. Он провел несколько месяцев, живя в лесу рядом с книжным магазином, где они впервые встретились. Полиция полагала, что Джозеф ходил по пляжам во Флориде в поисках женщин, чтобы попытаться заставить их предложить ему место для ночлега. Это зачастую срабатывало, поскольку Бриттани была не первой женщиной, которая предложила ему остановиться в своей комнате.
Женщины, которые приглашали его в свой дом, сказали, что когда они впервые встретились с ним, не видели в мужчине чего-то пугающего, а некоторым становилось просто его жаль. Одна женщина, с которой он работал на заправочной станции, предложила ему комнату в своем доме, которую он мог арендовать. Он сказал ей, что не может позволить себе мотель и живет в своей машине. Она не чувствовала, что это стало бы проблемой, если бы он стал ее соседом, поскольку Джозеф был достаточно приятным в общении и на работе. Женщина чувствовала, что Джозеф был честен с ней. Он говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и сказал ей, что имел дело с депрессией и вспышками гнева. И хотя первые несколько недель все было хорошо, в итоге дела начинали идти под откос. Джозеф казался странным, поскольку перестал принимать душ и стал не выходить из своей комнаты. Когда его соседка увидела, что он принимает запрещенные вещества в ее доме, она попросила его уйти. Мужчина съехал в тот же день. Месяц спустя другая сотрудница заправочной станции сказала мужчине, что он может остаться у нее после того, когда его уволили за воровство. Он сказал ей, что не разговаривал со своей семьей, потому что они хотели поместить его в психиатрическую лечебницу, и ей стало жалко парня. В обмен на жилье Джозеф должен был присмотреть за ее 3 маленькими детьми. Но вскоре возникла та же картина: Джозеф перестал мыться и снова стал принимать запрещенные вещества. И эта женщина также попросила его уйти, и он ушел. Затем он переехал к Бриттани, но прежде чем она успела попросить его уйти, он жестоко убил ее. А что думаете вы? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.